Для приготовления карбонары нам понадобится спагетти номер 5, оливковое масло, лук-порей и лук репчатый, буквально пол чайной ложечки сахара, сыр твердых сортов, 3 яйца. Здесь у меня мускатный орех. Ну, в общем-то, можно купить и уже молотый. И соль и перец. У меня разогревается уже сковородка с оливковым маслом. И я ложу сюда сразу лук, порезанный четвертинками. Также у меня есть лук-порей. Он замороженный. И это будет очень шикарный аромат. В кастрюльке кипит вода. И сейчас приготовлю 3 яйца, сыр, немножко мускатного ореха. Сюда же я добавляю перец. И совсем чуть-чуть соли. Только чтобы быстрее разошелся белок. Мы будем готовить спагетти. Пока зажаривается лук, я взобью яйца. Сыр тоже у меня замороженный. Добавляю совсем чуть-чуть сахара, чтобы лук зарумянился быстрее. И в это же время ложу мясо. Время приготовления этого блюда 20-25 минут. Норма пасты на человека 80 грамм. Здесь у меня находится 250. Должно быть 240, но я беру всегда немножко больше. У меня муж очень любит карбонару и вообще любитель пасты. Значит, насыпаем соль в кастрюлю. Здесь уже кипит вода вовсю. Соли я ложу всего 5 грамм. И помещаем, естественно, пасту. Пару секунд подождем, чтобы намочилась паста внизу. И вот так потихоньку опускаем ее вниз, чтобы не поломать, ну и чтобы не подпалить от огня. Лук и мясо у меня уже поджарились. Сейчас я жду только пока сварятся спагетти. Яйца тоже приготовлены. Я варю спагетти номер 5. Время приготовления их 8-9 минут. Но я буду их варить всего 7. Существует миф, чтобы проверить спагетти, надо их подбросить к потолку. Если прилипают, значит они готовы. Это, конечно, шутка. Проверить готовность спагетти можно очень просто. Вытащить одну спагеттину и раскусить ее. Хотя я использую таймер. Я слила спагетти и переложила их на сковородку. Перемешиваю, чтобы они все пропитались немножко маслом. А сейчас буду выливать яичную смесь. Всем приятного аппетита!